приветствовать всех, друзья. С вами на связи Алехандро. Мира вам и вашему миру. Сегодня я хочу сделать для вас расклад Таро на мужчину, расклад для женщин. Колесо фортуны, видите, какая милая дама. Это о том, что мы посмотрим, какой мужчина по судьбе круто изменит вашу жизнь, или какой мужчина вам предназначен судьбой. По сути, помимо прогноза, мы посмотрим с вами какие-то подсказки, советы, инсайты, и прочие моменты. Даже попытаемся узнать его имя, да, задействуем еще руны, у меня вот лежат в заготовочке, и даже еще и фамилию попытаемся, да, если получится. Если получится, должно получиться, да. По традиции настраивайтесь на себя, на свою волну, да, на свои чувства, на свои планы, на свои фантазии, на свое желание. И помните, что из иллюзии иногда сотканы смыслы жизни. После я вам рекомендую после расклада послушать рассказ Стефана Цвейга «Невидимая коллекция». Давайте посмотрим. Или почитать. Что происходит в вашей жизни? Смотрите, пятерка кубков — это всегда воспоминания о прошлом, и, возможно, эти воспоминания и не дают вам идти вперед. То есть концентрация на как минимум 3 попытках, да, это как минимум, может быть, у вас было больше попыток, как минимум на 3 мужчинах каких-то, не дают вам заметить, в общем, давайте так, старі мушлі не дають вам змоги побачити нове життя. Смотрите, старые ракушки не дают вам возможности обратить внимание, что новая жизнь есть. Может быть, серия неудач в отношениях вас пока что как минимум тормозит. То есть вы могли бы встать и пойти вперед, да? Но отпустить прошлое вам нужно. Кстати, 5 кубков развивается в 6 кубков, а там как раз прошлое отношение, поэтому оно близко. Поэтому для того, чтобы и мужчина появился в вашей жизни, да, такой инсайт, совет, прошлое должно быть вычищено просто из вас, вылито водой, да, и вылито слезами, и чувствами, да, то есть не должно быть эмоций, вы должны быть равны и спокойны по поводу прошлых отношений. То есть, например, проходите мимо бывшего, да, и вам все равно, он вас не должен хитати, да, штовхати, чіпати, да, якось так. Окей. Давайте посмотрим, что еще происходит сейчас в вашей жизни. То есть, вы застряли в прошлом, давайте так скажем, да. Ой, выпало ой, как круто выпадает. Смотрите, какая прекрасная карта, перспектива, да. 3 жезлів, це про що? Це про то, что есть перспектива, и есть некий даже мужчина, возможно, который за вами наблюдает в прицел фотоаппарата. Видите? И я не исключу, что вы этого мужчину видели со спины. Вы в лицо его не знаете, он вам уже попадался. То есть в вашем поле есть как минимум мужчина один, может быть их и 2, 3. И этот мужчина, он есть в вашем пространстве вариантов. Он есть. У вас есть возможность такая. И в будущем, если вы встанете хотя бы, да, и будете что-то предпринимать в своей жизни, то вы увидите лицо этого мужчины. А я не исключу, что он наблюдает за вас сквозь свое окно, а вы однажды проходили мимо чьего-то окна и видели его в лицо, но, знаете, как не запечатлели в своей памяти его образ. То есть образа у вас еще пока как такового нет. Есть силуэт, но не образ.
Да, вот так вот. Есть контуры, но набросков, как в картине, еще этого у вас нету пока что. Окей. И есть перспектива, это очень круто. Как минимум, вам нужно предпринять даже, может быть, не 2 попытки еще, а, наверное, даже 3 попытки. И да, вам еще желательно вооружиться планами на то, что действительно этот мужчина будет у вас. Он будет у вас. Понимаете, не что этот мужчина будет у вас, а он будет у вас. Слышите разницу? Да? Можете, кстати, вот сейчас как намерение поставить на паузу. И, ну, это жезловая карта. Вы знаете, вам не хватает, вот сейчас если переносить на руны, вам не хватает течения, Ларгус вам не хватает, и вам не хватает соло. Поэтому, ну, пока не будем ничего наносить на руки, а просто прислушайтесь. Если руна Ларгус, можете ее найти, посмотреть, как раз и поучите, да, руны заодно. Если вам не хватает течения, это движение, то это руна Ларгус. А если не хватает огня, намерения, то это руна Соло. Но вам, скорее всего, не хватает и того, и того. Без обид, но это же инсайты, да? Ок, давайте дальше смотреть, что происходит. Кстати, почему-то пришел инсайт. Вот есть, может быть, у вас где-то какие-то там заведения такие, да? Ну, где можно попить попыты кави, або филіжанку чаю, да, або филіжанку кави. И есть кафе, да, где есть вид на воду, на текущую воду. Вот там вот эти намерения вы можете формировать. Угу. Смотрите. В вашем поле есть мужчина. Он есть. Рыцарь жезлов. Он недалек, ну, как бы это далекая карта вообще сама по себе. Но он тем ближе к вам, тем ближе к вам. Смотрите, чем активнее ваша позиция. Вы как будто бы... Он видит вас со спины, а вам нужно к нему повернуться просто. Повернуться в его сторону. 2 огня. Во-первых, этот мужчина, скорее всего, находится на юге от вас. То есть вы севернее, он южнее. Во-вторых, этот мужчина может иметь много друзей, в том числе и собаку. Лабрадор это, или там ретривер золотистый, или еще какая-то порода, совсем не важно. Главное, что он окружен друзьями. Этот человек, он общительный. Он такой энерджайзер. Он в динамике постоянно двигается. И он не сидит на месте. Вот вы немножко... Я не скажу, что вы так прям, знаете, как бы... такая тормоз, да? Просто у вас вот сейчас энергии огня не хватает. А если вашу водичку, да, подогреть немножко ваши чувства, то вы сразу разрезвитесь, начнете двигаться. Поэтому, смотрите, в центре карта активного мужчины. Это такой любовник выпадает, да, как бы. То есть, как бы, такой живчик, энерджайзер такой мужчина, да, он есть в вашем поле, вы его даже, скорее всего, знаете еще раз. Или уже вокруг него ходите. Но вот больше все-таки вы вокруг него ходите, еще не знакомы, но он есть. Окей. У меня такое ощущение, сейчас из потока идет, что есть мужчина, которому вы нравитесь. И он, знаете, как побаивается, что ли, к вам подойти, потому что у вас какая-то, может быть, вот аура, да, такая волшебная, магическая. Волосы все-таки тут длинные, черные, может, там боится этой ведьмы, да. Вот в каждой женщине есть доля ведьмы, да. Но не в каждой ведьме есть доля женщин. Окей, давайте дальше смотреть, что еще происходит.
Здесь справедливость, она часто говорит о браке, о союзе. И если вы грустите и печалитесь о другом браке, о прошлом своем, точнее, о прошлом, это надо прекращать. Это равновесие, ну, знаете, как еще раз просто говорю, что вам в будущем должно быть все равно. Для того, чтобы у вас в будущем появился новые отношения, вам должно быть все равно на прошлое отношение. В будущем должно быть все равно на прошлое отношение. Это раз. Но у вас в будущем есть в вашем поле свечение этих волшебных фонариков. Вот я вам 100% даю, что 100 нельзя давать, да, но 99,9. Что где-то далеко отсюда есть справедливое решение, есть справедливый человек. Есть спокойный человек, да, есть уравновешенный человек, который может быть с вами. И есть даже вот союзные отношения. Справедливость — это всегда союз, да, брак, равновесие, да. И может быть даже такой человек, которым вы будете себя чувствовать спокойно, он тоже есть. Но вам равновесие нужно сейчас, потому что ваша эмоциональная чаша весов, она в прошлом. Вот если взять вот этот весы вот эти, да, то у вас вот эта чаша, она вот так наклонена, и здесь вода, печаль, переживания. Оно тяжелее, это переживание, пятерка тяжелее. А вам нужно вот так, что вы не переживаете ни здесь, ни в прошлом, ни в будущем. Вы стабильны, вы ровно стоите на ногах. И ваши мысли о прошлом, видите, меч самурая, да, это мысли, они в ножнах. Они не двигаются уже никак, да. То есть ваши мысли не колеблят воду прошлого. Окей. Но о мужчине, который может идти к вам, может ли он быть вам любовником и может ли он быть женат? Потенциально да, как ни дивно. Почему так говорю? Потому что здесь брак, а здесь любовник. Вот рыцарь жезлов, да, это всегда любовник. Поэтому есть женщины, которые отметают сразу. Ой, нет, мне любовник не нужен, нет. Но если вы уже в этих отношениях, допустим, с любовником, то вы можете и посмотреть, да, дальше, как это вот может происходить, и получить какие-то инсайты, да. То, может быть, тут и любовник отпадет, а появится какой-то новый мужчина. Но, тем не менее, у вас по поводу прошлого должно быть все ровненько. Окей, немножко мы сегодня застряли в этом первом слое ситуации, да. Ну, может, для этого это для чего-то и нужно. Окей, король пентаклей, вот он, мужчина, идет вам. Вот он. Но я вам так скажу. Это может быть, к сожалению, женатый мужчина. Король пентаклей — это всегда чей-то муж, который может быть вашим мужем. Но это может быть и новый мужчина, который находится не в этой стране. Поэтому смотрите, шановні пані, загадуйте бажання зараз, 11 година б'є. Я помовчу. Загадайте желание на мужчину, поставьте на паузу. И пусть король пентаклей, богатый, обеспеченный, появится в вашей жизни, если особенно вы осуществляете переезд. И вот у меня сейчас приходит инсайт с боем часов. Мы можем откинуть тут даже любовника. У меня такое ощущение, что вы сидите на берегу, мечтаете о новой жизни и думаете, переезжать вам далеко отсюда или не переезжать. Вы еще колеблетесь. И вот этот вот переезд, он где-то, знаете, фьорды, да, может быть, вы в Норвегию, да, в Швецию, туда, северные страны. Хотя он на юге, да, этот мужчина. Или вы, допустим, на севере находитесь, там, да, а вам на юг, наоборот, двигаться. Окей, но мужчина в вашем поле есть. То, что я говорил. Вот он. И он зрелый уже.
Давайте попроверяем теперь моменты некие, да? Просто сделаем такую проверочку. Отпустили ли вы прошлое? Вот просто я вас проверю, а вы себя проверите. И скажете вот по карте, напишите: о, я проверила себя. Карты говорят, что я не отпустила, а я считаю, что отпустила. Или наоборот. Давайте, интересно будет как раз. Нифига вы не отпустили. Тройка мечей. То есть, смотрите, все равно прошлое вам причиняет боль. Вам нужно, знаете, вот это вот волшебные лейкопластыри, где мои эти назарчики, брать вот так и прикреплять их сюда. Одну дырочку закрыл, вторую, да, вот так. Вот эти вот дырочки вам, у вас отверстия, да, дырочки, это в другом месте. Вот взять и позакрывать надо вам. Ну, есть у вас боль, вы не отпустили, к сожалению. Давайте я сделаю пока на время обряда, если у вас болит сердце по поводу прошлых отношений. Может, кто-то причинил боль страдания, положу назарчик, и пусть он полечит ваше больное сердце. Вот так. Если вам станет легче, это работает для вас, кстати. А оно работает для всех. Вот, но для вас в вашем случае оно работает особенно. Давайте вот так. И я, Алехандро, назар на сердце зрящего размещаю. Боль по прошлому снимаю. Боли уходить, добру и будущему мужчине себя явить. Ключ, замок, язык. Амен. Окей, а давайте посмотрим. Ну, все-таки, а что там в перспективе? Что там в перспективе у вас? Вдруг вы планируете переезжать? Не прям. У меня вот это вот переезд все равно. Рыцарь жезлов — это вот прочь отсюда, найти новую работу в новой стране, найти новое спокойствие, новый брак, новый союз. Тройка жезлов. Что в перспективе? Он же держит здесь штурвал. Это ваш внутренний мужчина держит штурвал все-таки. А в перспективе у вас поездка, причем скоро. Или недавно переехали, или поехали. Но это быстрая поездка. То есть вы так вот, вы долго собираться не будете. Вы возьмете все свои вещи быстренько на мотоцикл и нема. И уже едете, да? Да, вы в перспективе у вас быстрая поездка, окей. Даже, может быть, эта поездка связана, знаете, вам судьба преподнесет какую-то ситуацию, где вас просто вытолкает. Какой-то, может быть, нечистой силой, да, вас вытолкает. Это, кстати, карта агрессивная, поэтому кругом кактусы, колючки, да, это, ну, как... Вы будете вынуждены поехать. Или вы поехали и уже переехали, да, и сидите на берегу нового моря, да, новой воды, и ждете этого мужчину. А он есть. А вот он, красавчик. Кстати, знакомьтесь, это телец, козерог или дева. Ну, скорее всего, но как минимум это не бедный мужчина. Обеспеченный, такой солидный, в себе уверенный. Может, кстати, носить кепку и любить кататься на яхте. Поэтому не важно, куда вы поедете, на юг или на север, яхта будет, это круто. Ну, круто. Ну, это хорошо, давайте так скажем, да. Круто, не круто. Может, вам не круто. Может, у вас уже была яхта какая-то. Хорошо, хорошо. Рыцарь жезлов — это цель. Давайте посмотрим подсказку. Какой целью стоит обозначиться, да, для вас? Именно. Вам по отношению к мужчине. А вот здесь мы посмотрим, какая цель будет у мужчины, окей? Ой, что-то мне тут немножко такое противоречие, но может быть это противоречие и дает возможность вам в пространстве вариантов сформировать разные мужчины. Это очень молодой. Это молодой. А это уже зрелый. Какая цель найти у вас? Ну, во-первых, это новый паж пентаклей. Мужчина новый должен был бы быть.
Мужчина может быть и с ребенком. Пусть он будет с ребенком, особенно, ну, зрелый мужчина, как правило, с ребенком, ну, чаще всего, да. Ну, не правило, да, там, не факт, но вот, допустим, у него будут дети. Допустим, у него будет... допустим, фиг с ним уже и семья будет. Главное, чтобы он вам помогал для начала, да? Хорошо, окей. Допустим, у него будет много друзей. Да, пусть у него он будет свободен. И пусть будет бывшая, но к ней он будет холоден. И вот если у вас уже есть этот образ, то можете написать свои декларации. Пусть он будет таким, таким, таким. Это тоже работает. А здесь происходит мощное формирование слоев реальности, да, где вы допускаете, да пусть он вообще появится, вот так, Паш Пентаклей, да, пусть этот шанс будет, и да, пусть он уже есть, слышите, он уже есть. У вас очень хорошие карты выпадают, кстати. Пока что из не очень хороших карт всего две. Тройка мечей и вынужденный где-то переезд. Ну, возможно, вы будете переезжать, теряя что-то. Вот эта карта, она часто о деструкции некой, да, о потерях, о войне даже. Вынуждены с войной переезжать, может быть. Ну, очень многие люди, да, вот как беженцы переезжают. И здесь, вы знаете, какая у вас цель еще? Да я просто хочу начать новую жизнь. Я хочу себе вторую половину. И мне все равно, каким он будет в конечном итоге. Главное, чтобы он уже был. И это нужно сейчас просто, да. Потому что, может быть, вы так сконцентрировались на прошлых каких-то, даже, может быть, не в отношениях проблемы, а вообще на боли, да. Может, ну, на ситуации в жизни, да, там. Может, кого-то потеряли в жизни близкого человека, там, маму, папу, детей, что угодно, может быть, разрыв, да, семьи, там, жилье потеряли. А вы просто хотите начать новую жизнь. И пусть он будет в этой новой жизни. Слышите, какая у вас цель по отношению к мужчине? Просто пусть он будет. И этого достаточно. Он есть, и это уже хорошо. Это уже часть сделанной вами работы, да? Окей. Хорошо. Справедливость или союзность? Давайте посмотрим, а насколько вы будете подходить друг к другу сразу же, да, вот. Иногда, вот, знаете, бывает, встречаешься и подходишь прямо, а бывает такое, что встречаешься или и не подходишь, там, притираешься долго, а потом живешь, да. Что же бывает? Бывает. Семерка кубков, вот смотрите, вот как себе вы загадаете, так оно и будет. Иллюзия, я всегда говорю, из иллюзии соткан материальный мир. И ваша иллюзия, она порождает варианты. И вот почитайте все-таки этот рассказ «Невидимая коллекция» Стефан Цвейг, она вот об этом, да, то есть... В вашем будущем может быть любой мужчина, да? Вы его можете сформировать, он может воплотиться, утвердиться в вашем мире, как телец, да? Это твердая материя. Но вот как ваш спокойный разум будет фантазировать, да? Вот такое оно и будет. То есть, в принципе, по большому счету, здесь может быть все в этой карте. Это часть непредсказуемых моментов, поэтому у вас будет и вы будете и подходить, и не подходить, и будут какие-то такие сюрпризы, которые вы будете проживать впервые, да, вперше. Угу. Давайте теперь посмотрим, какие цели у мужчины. Ваша цель, пусть он явится, пусть он будет в вашем пространстве. И вот каким вы его представляете, такой он и будет. Пусть будет такой или какой-то другой, да. Его цели. Вы знаете, очень я не хотел все-таки вам говорить, что он женат, да, но ему придется выбирать между бывшей и вами, скорее всего.
Ему придется выбирать. Двойка мечей всегда принятие, выбор. Ну, давайте так скажем. Если даже у него и будет какая-то рыжая бестия, и если это не вы, то он выберет вас. Его цель сделать правильный выбор в своей жизни и принять вас. Вот просто вот давайте сделаем здесь декларацию намерения, и пусть вот эта карта, она, ну, может быть, вы не рыжего цвета, да, у вас волосы, но пусть цвет рыжий будет символом намерения вашего, которое через волосы ваши свяжется с космосом и, пропитав вашим намерением космос, даст возможность этому мужчине выбрать именно вас. То есть его цель — выбрать вас. Вот так вот. Ну, сегодня у нас такой волшебный расклад, поэтому мы будем смотреть, да, именно такие вот моменты волшебные в будущем. Давайте посмотрим. А отпустил ли или сможет ли он отпустить? Вот он выберет вас, да, он должен выбрать вас, да, вот принять вас. А сможет ли он отпустить безболезненно прошлое, этот мужчина, да, вот замкнутые карты отпускания, принятия, и вот здесь боль прошлого, да, видите, опять смотрите, мужчина спиной к вам, то есть у него какое-то прошлое есть, и у вас какое-то прошлое есть, да, болезненное. Ну, у каждой из жизни есть свое болезненное прошлое, как правило. Ох, и тяжело же ему будет. Ну, я вас опять сегодня в какую-то историю, да, втаскиваю. Вот напишите, я вас втаскиваю в историю новую или нет. Но здесь, может быть, ему очень тяжело будет это сделать. Перекрытая какая-то дорога, жрица опять выпадает. Смотрите, ему придется выбирать вас, даже с закрытыми глазами. Он вас ищет. И будет искать. Но женщина будет мешать. Видите, все-таки то, что я вот здесь подозревал, оно тут и есть. И я рискую сказать, что это все-таки любовники могут быть изначально. Но давайте так скажем. Насколько ему легко будет вас выбрать, а настолько, насколько ваши чары будут спроможны, да, способны противостоять чарам другой женщины. Двойки идут. Видите, пошли пары, двойки. Поэтому, да, это нелегко, и ваши волосы должны развиваться все-таки. Видите, тут вон ведьма, вон видите какая. Окей. Здесь может быть не без магии, не без колдовства. Может быть вполне. Ну, откинем магию сегодня. Такую, как колдовство, а просто допустим магию на формирование намерения. Давайте посмотрим. В чем он видит перспективу именно ваших отношений? Или как он будет видеть перспективу движения? Да, это перспектива движения ваших отношений. Или насколько быстро он будет готов двигаться в этих отношениях. Насколько он решительный, да, вот так. Нелегко это ему будет даваться. Семерка жезлов — это сопротивление всегда у нас. И вот этот баланс здесь, в этой палочке, он здесь вот баланс. Поэтому эти отношения потребуют от вас спокойствия. Спокойствия. И, я вам скажу так, что мужчина достаточно такой, сформированный. У него должно хватить сил по этой карте. Упертый. Поэтому, да, есть некое противостояние, может быть, будет, но я вам так, знаете, скажу, вам желательно находиться в тени. Вот мне инсайт пришел. Желательно, чтобы у вас эта женщина не знала. И это ваша вертикаль. И вам будет так спокойнее, это раз.
вам так будет, ну, вы будете здоровее просто физически, менее больно будет. Лучше сохраняйте тайну этих отношений, не связывайтесь с ней. Мне часто обращаются, да, за личными, и там спрашивают, вот мне ей позвонить или нет, или мне с ней вступать в войну или нет. И мы смотрим, да, вот на картах, там стоит с ней там воевать, там физически или энергетически, да. Поэтому, ну, я скажу так. Он, если вот он примет решение, то ему это будет тяжело сделать. Но он это будет делать, отстаивая свою позицию. Какая у него будет позиция в этих отношениях, вот, по отношению к вам? Да? Ну, королева жезлов, смотрите. Он будет давать вам волю, свободу. В этом есть и плюсы, есть и минусы. Плюсы какие? Ну, во-первых, вы будете свободны, это уже самый главный плюс, да? А быть свободным — это самое дорогое, что есть у человека, это есть свобода, запомните это раз и навсегда. Любовь здесь идет как движущая сила. А состояние свободы — это главное состояние. Если ты не свободен, да, когда ты не живешь на самом деле, да, то есть рабів до раю не пускают, вы же пам'ятаєте. Поэтому здесь у вас будет много возможностей, да, и с другой стороны, ваша инициатива, она не будет ограничиваться чем-то. И важно не ограничивать себя. То есть, с одной стороны, нужно делать как бы тайно все, да, но инициативу проявлять. То есть, если вы будете как бы, ну, вообще не проявлять никакого интереса, то развивать ему эти отношения и вам вдвоем будет тяжело. Вот. Но и ярко светиться на глазах у вашей соперницы вам не нужно. Ваша соперница не должна вас видеть, знать, слышать, чувствовать. То есть на вас, условно говоря, должен быть не прогляд для того, чтобы стрелы физического влияния и магического не летели к вам. Слышите, да? Потому что здесь может быть столкновение двух ведьм. А эта ведьма ваша. То есть вы должны быть сильная ведьма, сильная женщина, но для него вы должны быть слабой, слышите, да? То есть принцип в чем, да? То есть ему вы кажетесь слабой, а сами на самом деле являетесь, ну, есть сильная, да? То есть вот так вот. Но по-другому здесь никак нельзя понять это. Поэтому вам нужно держать свою энергию в резерве, да? То есть что-то делать самой, что-то, ну, как бы отдавать под компетенцию этому человеку, да, или в парафию, да, в распоряжение, вот так. Ну, давайте дальше смотреть. Какой сюрприз может вас сбить с толку? Смотрите, это равновесие, а это сюрприз. Что может сбить с толку вас в этих отношениях? Прошлая любовь. То есть, соответственно, шестерка кубков, да, понимаете? 6 кубков, да, видите? Либо вы, не отпустив, будете колебаться, да, между там прошлым и будущим, либо он. Поэтому все-таки как конкуренция у вас будет. Может быть. Ну и смотрите, даже если вдруг по какой-то причине не будет соперницы, вот вам нужно начинать все с чистого листа. Вот она, центральная карта, чистый лист, паж пентаклей, да, то есть новая материя, просто он есть. И тогда прошлые грабельки, именно грабельки, да, не должны влиять на вас никаким образом в этих отношениях. То есть забудьте прошлое, вот оно, жрица, да, и не повторяйте этих ошибок.
То есть сюрприз может быть только с прошлого. Поэтому если это не ваша соперница, которая будет, ну, фактором дисбалансирующим, да, вот он дисбаланс, тогда вы должны понимать, что здесь оно все с чистого листа, и учтите все ошибки прошлого. Окей? Окей. А ну-ка, давайте-ка. Вот он принимает решение. И вот оно какое это решение. Он принимает решение. И вот оно какое это решение. Нифига себе, он принимает решение любить жемчужину. Поэтому ваша задача стать и быть той жемчужиной. Быть той жемчужиной. А вы жемчужина или нет? Напишите мне. Очень мне хочется видеть именно ваше отражение в этом жемчуге. Українською це лунає як перлина. То чи ви є перлина, чи ви не є перлина? І якщо ви бачите своє відображення у цій перлині, то вже є справжнє диво нового чистого кохання. Он выберет любовь и сделает вам подарок в виде жемчуга. А может быть уже сделал, напишите, вдруг вам уже что-то подарили с жемчужиной. Окей, давайте посмотрим теперь, как долго вы сможете вместе быть, прожить, да? Давайте вот так зайдем с этого вопроса. Луна карта нелегкая, вот, и Луна подразумевает где-то даже какие-то волшебные, магические приключения, давайте так назовем. Давайте я пока назову это приключениями, но это долгая карта. Вы можете долго быть в этих отношениях. Они не могут быть легкими здесь априори, но они у вас будут. Они у вас будут. Вот. Хорошо. Ну, я так скажу. Давайте. Самая короткая это месяц. Пусть это будет месяц. И тут туз кубков, да, то есть. А там посмотрите. Для начала вам нужно в месяц побыть в этом, повариться в этом соку и посмотреть. А дальше что будет? А дальше перед вами открывается перспектива, где, если есть влияние прошлой семьи, то вам придется в ней побыть. А если нет, то у вас открывается перспектива создавать новую семью, потому что это зарождение, гестация, вынашивание. А это материализация по кубкам. Десятка жезлов. Мужчине придется что-то завершать для того, чтобы начать новое. Десятки пошли. И мужчине придется избавляться от влияния прошлого. Поэтому у вас вот мужчина, который все перевернет в вашей жизни, скорее всего, будет не свободен. И в течение месяца-года, ну, здесь месяц это по луне, да, то есть от месяца до года он должен будет завершать эти отношения полностью. И вам желательно, может быть, даже будет в течение месяца-года о себе не заявлять никак и быть на дне, условно говоря. Почему на дне? Потому что жемчужина, она всегда очень глубоко находится. Ну да, ракушку ж надо поймать все равно. Найти, достать. Поэтому вам этот год нужно как бы быть такой загадочной мушлей, да, ракушкой. И в течение этого времени, видите, королева кубков внизу как лежит, интересно, да, как раз. Вот она. Вам нужно быть, как бы, знаете, как будто бы недоступной какой-то женщиной в течение этого времени. Месяц, год. Вот у вас вот такой период. Ну, вы сами выберите, какой вам период ближе от месяца до года. Месяц, год. И вот в течение этого времени будут происходить вот эти перемены. Как вы поменяетесь? А ну давайте посмотрим, как вы поменяетесь. Кем вы были, ну, что было и что будет, да, с вами. Что было
и что будет. Ну, было вот понятно, печалька. Вот мы сейчас и сравним. Было. Но было так, что вы искали покровителя, и вы нуждались в финансовой поддержке, в работе и в заботе о себе. Вы нуждались в этом, да, шестерка пентаклей. Ну, а будет, как минимум, вы встанете на ноги и не будете нуждаться ни в поддержке, ни в какой-то там заботе, да, вот именно чтобы вас, ну, я имею в виду, носили на руках не в плане того, чтобы вы получали от этого удовольствие, а вы будете просто самодостаточны. Слышите, уже это переворот. Смотрите, вы нуждаетесь в деньгах, поддержке и в спонсорстве. Тут вы не нуждаетесь, вы сами даете. То есть вы встанете на ноги за этот период. Да? То есть у вас месяц-год, а он для того, чтобы вы реально встали на ноги. Кстати, этот расклад, он не для тех, кто ищет легких путей. Да и вообще все расклады для тех, кто ищет легких путей, они не подходят на самом деле. Они вот так вот и не работают, как многие пишут, да, там я иногда почитываю не только свои комментарии, но и на других каналах, да. Оно не работает. Так надо жопу оторвать и надо вот что-то делать, извините, да. Тогда оно будет работать. Вот оно. Оно работает. И вот за этот год, да, где вы идете путем таинственной трансформации, где вы загадкой даете себя разгадывать, он все глубже и глубже ныряет к вам на глубину. А там он уже, схватив в руки эту жемчужину, резко всплыть он не может. Вот в чем секрет. Видите, какая стратегия ныряльщика. Если вам подходит эта стратегия ныряльщика, и вы поняли, о чем я говорю, то есть смотрите, вы на глубине, он ныряет к вам, он как раз, видите, по воде плывет. И постепенно за год погружается так, что выплыть назад он не может. Ну и, соответственно, быстро. Соответственно, вы продолжаете еще на год. И так можно тянуть его всплытие еще там лет 10. Ну, он же у вас есть? Есть. А что вам еще надо? Вы зашли в печали и в нужде, а сейчас вы уже цветете и пахнете. А рядом с вами такой прекрасный водолаз, который таскает вам жемчужины. За раз. Да. Зараз. Ну, або зараз. Сможете ли вы жить счастливо в таком дайвинге? Давайте посмотрим. Сможете ли вы жить счастливо в таком дайвинге? Ой, если будете понимать, зачем вам все это. А зачем вам все это? Напишите мне, пожалуйста. Хорошо, это, двойка жезлов, это статика. Вам нужна динамика. Туз жезлов. Вот она динамика. Двойка жезлов и туз жезлов. Наоборот. То есть, если вы будете опять точно так же, ой, скучно, ой, все плохо, ой, тормоз. У вас должны планы реализовываться ваши. А этот человек, это половина ваша, часть дополнения ваша. Но ни в коем случае не решающий за вас ничего человек. Вот, вы должны быть королевой жезлов. А вы должны быть огнем, а он должен быть землей. И на земле горит огонь. Это отношение земли мужчины и огня женщины, условно говоря. Где вы реализуете сами. Где-то, может быть, с его поддержкой, помощью, его присутствием даже физическим. Себя. Вы себя реализуете. Вы живете свою жизнь. А не проживаете ее на чужих руках. Слышите? Не проживая на чужих руках. То есть вам нельзя позволять себе себя носить на руках. Вот и все. Вот и секрет. И этого будет достаточно вам. Как вы считаете? Вот часы считают, что да. Давайте посмотрим его имя. Его имя. И, кстати, пентаграмма света вам будет в этом помогать. Вот такая пентаграмма света. Ну и руна Сола, кстати, вам будет помогать.
его имя. С на С. Давайте еще и одно его имя на какую букву? Г. Это может быть и на Г имя начинаться, и на С имя начинаться, и может быть С, там, гласная Г. Сег, там, Сог, Саг, Сук. Может быть ГС. 3 буквы я достану. Это имя пока смотрим. С, Г. И давайте посмотрим еще. И Б. Ну, Серк может быть. Ну, опять-таки, я не буду сейчас за вас придумывать ваше имя в вашем пространстве. Это ваша работа, ваша забота и ваши проблемы, как говорится. Вот, вы ведьма, вот вы и придумываете. Понимаете, да? Хорошо. Давайте фамилия. На какие имена может быть? На какие буквы, да? Первая. П. П. К. П. К. И В. Итак, имя СГБ. Обращайте внимание. И имя ПКВ. А давайте еще его посмотрим. Внешние данные. Например, рост. Рост высокий, бабочка, человек легкий. И, ну, размеры его, да. Человек легкий, но рост высокий. То есть он может быть, ну, немножко худощавый, может быть. Такой, ну, астеническое, да, это как бы называется. Астеник. Телосложение. Давайте еще у него чего-нибудь посмотрим. Ну, он очень динамичный человек. Любит ездить, даже скакать на лошади, езду. Летать может любить. Ну и плавать вообще. Ну, тут больше летать и ездить. Это больше не плавание. Ну, может, вам придется его учить нырять, да, за жемчугом. Давайте еще что-то посмотрим о нем. Ос. Ну, духовное развитие у него на высоком уровне, и с высшими силами он будет связан. А может быть и вся ситуация, скорее всего, будет насыщена энергиями рун Дагас, Эвас и Ос, Ансус. И этот мужчина, что он сделает? Как он перевернет вашу жизнь? Он вам даст уникальный шанс почувствовать почву под ногами, почувствовать силу, власть, женскую энергию и умение, не только умение, а еще и практику жить по своему сценарию для себя и реализуя свои планы, намерения и чувствуя себя полноценным участником волшебной игры под названием Сонячний світ. Світло вам та вашому всесвітові. Бережіть себе, кохайте себе та всесвіти, які оточують вас, і не забувайте допомагати силам світла, які нищать сили темряви. І ви будете відчувати свою участь в магічному процесі гри, чарівної гри, добра та зла. Лишайтесь на зв'язку, до зустрічі і па-па.